Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко, дача, сад, огород, цветы. Сегодня срочные сообщения для тех, кто собрал картофель или собирает картофель, или собирается закладывать на хранение. Это очень важно. Если вы где-то увидели какие-то поражения на картофеле, или же летают бабочки, любые бабочки, когда вы работаете с картофелем, сейчас они уже на травке, снова идет следующая партия. Если будет тепло, они дальше будут развиваться. Так вот, что нужно сделать для того, чтобы спасти картофель весь, не только семенной, продовольственный, все, что я делаю уже 5 лет. До этого я имела вот такую проблему, что картофель занесли в подвал, и он испортился. Через 2 месяца там стояла вонь и летали бабочки. Так вот, что для того, чтобы обезопасить картофель для хранения и не только от картофельной моли, я использую марганцовку. Вот она у меня в такой баночке. Отсыпаю на крышечку вот сухие гранулы. И у меня марганцовочная баночка есть. Засыпаю сюда. Надо растворить марганцовку. Вот, перемешиваю. Очень важно, чтобы сэкономить марганцовку. Это дорогостоящий и дефицитный товар. Растворили, а теперь идем к мыскам, где я буду использовать этот раствор. Теперь я беру картофель, набираю, и у меня здесь 2 ванночки, 2 посудины, одна детская старая ванночка и таз с водой. Вода должна быть температуры воздуха, и вот с этой баночки я заливаю раствор марганцовки. Вот такой цвет должен быть. И не светлый, и не темный. И теперь мою картофель. Вот когда берешь картофель, смотрите, берешь картофель, и он в пыли, ничего не видно на нем. Что с ним, как он себя чувствует. Ну вот давайте конкретно на этом картофеле, я сама не знаю, что я могу там обнаружить. На некоторых я обнаруживаю дырочки. Вот. Яйцекладку картофельной моли или каких-то других вредителей вы не увидите. Вот так. А когда смываешь, и потом так вот, этот картофель будет храниться. Есть какие-то поражения. Здесь в данном случае я не вижу работы картофельной моли. Это просто грязь. Но здесь какие-то были внедрения в картофель. И если я его просто так вот оставила бы, занесла бы в погреб, то, попав туда в дырочку, вот эти микробы начнут размножаться, и картофель будет портиться. Вот. Что я делаю? Теперь вот сюда отправляю на минуту. Следующий. Я хочу, чтобы все-таки найти, где... Вот. Видите, вот точечки, дырочки. Вот она. Сейчас еще раз. Вот четко. Вот видите, есть вот такая дырочка. Вот. Это уже работала картофельная моль. Но что-то ей тут не пошло так. И вот оставлены вот такие значки. А сейчас я вам покажу, как вот она поработала на картофеле другом, который мы выкопали. И тот картофель не подлежит хранению. А этот картофель мы отправляем. Вот эту. А вот это картофель, который был поражен во время роста. Именно картофельная моль. Она отсюда уже вылетела, где-то летает. И может на картофель, который мы собрали, прилететь. И, естественно, даже в погреб они видят и слышат, эти бабочки, очень четко свое место обитания, там, где они могут размножаться. Картофель везде находят. Поэтому, если мы обработаем марганцовкой, то, естественно, эти бабочки не смогут отложить яйца, потому что марганцовка – это неблагоприятная среда для того, чтобы разводить потомство. Еще один вариант. Если это семенной картофель, он мелкий, как можно использовать, вот очень долго будет процесс идти, если много его, что можно сделать? Можно вот использовать такие сеточки, набирать в сеточки, мыть сначала в воде без марганцовки, а затем в марганцовке помещать где-то на 2-3 минуты, так, чтобы полностью каждая картошина находилась в марганцовке. Вот таким образом. И затем вытягиваете и сушите. Но все равно, после того, когда она высушится, перед тем, как закладывать на хранение, нужно обязательно будет
пересмотреть еще раз, высыпать аккуратно и пересмотреть картофель. Там вы увидите еще испорченные какие-то картошины, чтобы они не перенесли свое воздействие на других, не затянули в плохое дело нормальных здоровых картофелин, нужно обязательно пересмотреть еще. Когда вода становится уже грязной, вот, я тогда выливаю с этой посуды, которая у нас первая, чистая, так называемая вода. Вот так вот. Надо помыть. И затем заливаю вот эту воду, которая уже использована с марганцовкой. Она уже тоже не так работает, поэтому я ее перелью сюда, добавлю воды. И увидите сейчас раствор, который я уже использовала, марганцовочный. Вот он, долила воды чистой. А здесь у меня чистая вода. И снова свежей делаю. Вот так вот. И мешаю. Кстати, можно и в перчатке это делать. Кстати, еще одно, обязательно нужно вот эти процедуры проводить в плотных таких перчатках, качественных, для того, чтобы ваши руки остались целыми и невредимыми. Ну и удобно так вот в перчатках работать. И снова же так точно все. Конечно, с семенным более мелким картофелем это длиннее процесс, но все равно можно это засыпать мелкий, и так как я и его и делаю, весь картофель оставляю в этом растворе, мою его и в этом растворе 1 минуту держу. Все вредители, яйцекладка вредители, а также споры грибковых заболеваний, которые были принесены множеством ливневых дождей в июне месяце и в начале июля, вот это все марганцовочный раствор убирает, очищает и все процессы останавливает. Ставьте Вот лайки и не забывайте мыть руки. А как заложить на хранение картофель, правила хранения картофеля смотрите в следующем видео. Мы прощаемся с вами, всего вам самого доброго, сохраните свой картофель от вредителей и от болезней. Это наш второй хлеб. И тем более, если закладываете не только продовольственный картофель, но и особенно обратите внимание на семенной.